Мобилизация в Европе, тревожный сигнал изнутри НАТО. Альянс боится не Путина, а кое-что пострашнее. Раскроем все детали. Америка трещит по швам, многовековая история заканчивается, политическая структура США разваливается. Кто же все наломал? Вы его точно знаете, но это не Трамп. Все детали расскажем. Удар по атомной станции, ядерная угроза снова рядом, обстрелы РФ вызвали блэкаут. Каждый следующий — риск нового Чернобыля. Почему огонь продолжается? Кто даст гарантии, что в следующий раз системы выдержат? Погибшие и паника в Техасе. Дождевая бомба накрыла район. Вода пришла за минуты. Среди жертв много детей. Почему власти не среагировали вовремя? Россия стягивает войска на Кавказ. Собираются наводить порядок в регионе? Или это очередная тайная игра местного правительства? Финал эпохи, последнее шоу и последние аккорды. Сцена превратилась в ритуал, главный в котором — принц тьмы. Все главные новости вечера воскресенья, 6 июля. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В Европе может стартовать призыв, мобилизация, но только с одним условием. И в НАТО объяснили, с каким. Марк Рютте дал понять, проблема не в призыве и даже не в Путине. Главная угроза – пустые склады и медленные заводы. Оборонная промышленность НАТО буксует, и это уже критично. Нет, это будут решать отдельные страны. Некоторые страны это сделают. В Финляндии уже есть призыв. Другие этого не будут делать, но в целом это будет означать выплату хороших зарплат нашим мужчинам и женщинам в униформе. Да, никакого общего единого призыва по всей Европе, скорее всего, не будет. Каждое государство решает само, но пока политики обсуждают, оружия для сдерживания России, КНДР и других хищников банально не хватает. Рютте честно признает, сейчас Путин не пойдет на Эстонию, потому что знает, НАТО и США ответят, но через 5-7 лет ситуация может кардинально измениться. И если склады так и останутся пустыми, альянс будет не готов. Россия стягивает войска в Армению, а Ереван делает вид, что ничего не происходит. После заявления украинской разведки о наращивании контингента на базе в Гюмри, армянский МИД поспешил откреститься, мол, все это вымысел, территория страны якобы не используется для давления на соседей. В ответ на вымышленные сведения, появившиеся в прессе, Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория Республики Армении не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств. Но заявления ГУР не взялись из воздуха. По данным украинской разведки, Москва действительно ускоряет переброску солдат на юг. Едут из Ростовской области, Крыма, с Кавказа. На месте формируют новое подразделение, усиливают охрану и фиксируют логистическую активность. Развертывание российских войск в Армении – это элемент комплексной стратегии кремлян, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее. Тем более, что совпадение по времени очевидно. На фоне нового дипломатического конфликта между Москвой и Баку, спровоцированного убийством азербайджанцев российскими силовиками, посыл Кремля становится куда громче. Здесь будут играть по нашим правилам, якобы пытается пересказать Москва. Одновременно всплывают подробности о попытке государственного переворота в самой Армении с участием пророссийских сил. Формально Ереван говорит одно, но на деле российские штыки в регионе множатся, а давление только растет. О вероятной угрозе войны на Кавказе мы поговорили с военным аналитиком Денисом Поповичем. Россия находится по уши в Украине, все силы бросаются в Украину. Настолько все, что Российская Федерация сейчас даже привлекает северокорейские войска, мы слышали. И как вчера было свежее сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины, даже граждан Лаоса они хотят привлечь для того, чтобы они занимались разминированием земель в Курской области. Я уже не говорю о том, что разные африканские рабочие из других стран, включая Северную Корею, сейчас привлекаются на военное производство Российской Федерации, в частности для производства дронов «Шахед», которыми Россия бомбит территорию Украины. То есть людей там не хватает.
Откуда они возьмут ресурсы для военного столкновения с Азербайджаном, за спиной у которого стоит Турция? Я, честно говоря, даже фантазировать не хочу. Маск идет в политику, Америка может проснуться с новой партией и новым лидером. Илон Маск объявил о создании политического движения под названием «Америка» и сделал это в своем стиле, через соцсеть X и народное голосование. В отношении 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите. Когда дело доходит до банкротства нашей страны, расточительством и взяточничеством мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня сформирована американская партия, чтобы вернуть вам свободу. По его словам, США на грани банкротства из-за коррупции, а двухпартийная система уже не отражает реальность. Ранее он провел опрос в День независимости США, и по его результатам 65% подписчиков поддержали идею избавиться от монополии республиканцев и демократов. И теперь, похоже, Маск готов бросить вызов всей американской политике. Разговор с Трампом был лучшим за все время. Ключевое слово «патриот». Президент Украины называет свой последний разговор с президентом США самым продуктивным за все время. По словам Владимира Зеленского, ключевой темой стала противовоздушная оборона, и США выразили готовность помочь. Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили і тематику ППО, і я вдячний за готовність допомагати. Саме «Патріоти» – ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди вже на зустрічах найближчим часом. Они обсудили и другие важные вопросы, которые команды Украины и США будут детально прорабатывать в ближайшее время. Напомню, накануне 4 июля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. По информации издания Axios, Трамп заявил о желании помочь с ПВО и пообещал выяснить, какая именно помощь была приостановлена. Как думаете, Трамп действительно не знает, какая помощь была приостановлена, или все-таки лукавит? А может быть, забыл? Пишите в комментарии, не забывайте. Значит ли это, что задержек в поставках не будет? Мы спросили военного аналитика Дениса Поповича. Как выяснилось из дальнейших сообщений и в открытых источниках, и в закрытых источниках, то есть можно было об этом узнать, эта инициатива не была согласована с теми людьми США, которые должны были об этом знать. Знал об этом Трамп или не знал, то уже другой вопрос. Может, и знал, но не обратил внимания или не отреагировал. Но так или иначе мы слышали довольно резкую реакцию и со стороны военных, и со стороны некоторых конгрессменов. Но и американская пресса, в том числе и та, которая нравится лично Трампу, я имею в виду издание «Нью-Йорк Пост», вчера разместила редакционную колонку, в которой призывала Трампа возобновить помощь Украине. Ну и соответствующие переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом также настраивают на оптимистичный лад. Я думаю, что эта проблема будет решена в пользу Украины. На следующей неделе давайте дождемся событий. Мне кажется, что этот инцидент будет исчерпан. А в ООН заявляют о ядерной опасности. Генеральный секретарь организации требует немедленного, полного и безусловного прекращения огня. Антонио Гутерриш жестко осудил последние удары России по Украине, которые поставили под угрозу ядерную безопасность. Об этом говорится в заявлении его пресс-секретаря. Эти удары привели к перебоям в электроснабжении Запорожской атомной электростанции, что в очередной раз подчеркивают постоянные риски для ядерной безопасности. Гутерриш подчеркнул, что атака повредила линию электропередачи, которая связывает временно оккупированную Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. В результате блэкаут на ядерном объекте. Он напомнил, что удары по мирным жителям и критической инфраструктуре запрещены международным правом. Центральный Техас в трауре и в шоке. 500 погибших в результате наводнений. Десятки девочек из лагеря Кэмп Мистик остаются пропавшими. Ужасные последствия внезапного наводнения в штате продолжают раскрываться. Подтверждена гибель 51 человека, включая по меньшей мере 15 детей. Особенно сильно пострадал район вдоль реки Гуаделупе, где находится частный лагерь для девочек Кэмп Мистик. По данным властей, 43 тела были обнаружены в округе Керр, где располагались несколько
несколько лагерей. Среди них директор Camp Mystic Дик Истленд и как минимум 3 детей. 9-летняя Лайла Боннер и Джейни Хант, а также 8-летняя Сара Марш. При этом 27 девочек из лагеря все еще числятся пропавшими без вести. Им было 8-9 лет, они переходили во 2-3 класс. И они были в этом домике? Да, в этих 2 домиках, в этом и, кажется, вон в том тоже. Стихия обрушилась на регион ранним утром в пятницу и уже затронула несколько округов. В Трэвис-Каунти, где расположен Остин, погибло не менее 4 человек, и еще 3 в округе Бёрнетт, 1 в Кендале. До сих пор неизвестно точное количество пропавших. Некоторые тела до сих пор не идентифицированы. Ситуация усугубляется продолжающимися ливнями. За сутки в районе к северо-западу от Остина выпало почти 46 сантиметров осадков. Метеорологи назвали это явление дождевой бомбой. Уровень воды в озере Трэвис за последние сутки поднялся более чем на 4 метра. Власти запустили экстренные водосбросы на плотинах, чтобы спасти город от затопления. Я своими глазами видел тела в мешках для погибших. Это разбивает сердце. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, отвечая на вопрос о позднем предупреждении населения, заявила: «Все хотят больше времени на подготовку, именно поэтому мы срочно обновляем устаревшие системы оповещения». Конец цитаты. В ближайшие часы осадки должны ослабнуть, но поисково-спасательные работы продолжаются. Ждем деталей и подробностей. Прощание века. Легенда заканчивается. Главный герой уходит. На сцене квинтэссенция металла в воздухе, гудение веков, а в центре человек, которого называли принцем тьмы. Оззи Осборн дал свое последнее шоу вместе с Black Sabbath, превратив прощание в оглушительный ритуал. Но вместо слез 1000 голосов в унисон и сцена, на которой не было ни секунды тишины. Концерт прошел в британском Бирмингеме, там, где все и начиналось. Последний Back to the Beginning собрал под одной крышей настоящую армию рок-легенд от Metallica до Red Hot Chili Peppers. Каждый со своей версией песен Sabbath, каждая как заклинание на прощание. Оззи появился, как и положено королю металла, из-под сцены на черном троне с крыльями летучих мышей под «О Фортуна». Несмотря на болезнь Паркинсона и проблемы со здоровьем, он пел, шутил, стрелял из водяной пушки и выглядел так, будто не уходил со сцены ни на день. Он сказал: «Мне так хорошо быть на этой сцене, вы не представляете». И это было видно. Пиротехника, торт, объятия, слезы. Но это была не панихида, это был гимн. Металл не умирает, он просто становится громче. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.